За пределами комнаты слухи уже распространялись быстрее фактов. В публичной зоне телефоны разрывались от сообщений «Чингук потерял сознание». Кто-то писал преувеличенные догадки, другие выкладывали обрезанные видео без контекста. Фанаты, не бывшие свидетелями, тоже паниковали, пересылали сообщения по цепочке, звонили друзьям. Некоторые местные СМИ начали расспрашивать персонал аэропорта, ожидая заявления. Охрана ужесточила доступ, делая обстановку еще более напряженной и запутанной. И как раз когда слухи достигли пика, Ви сделал то, чего никто не ожидал. Он ненадолго вышел в служебный коридор и попросил разрешения подать знак фанатам. Без лишних слов он поднял ладонь, простой жест «Ждите». Он выглядел изможденным, но его глаза ясно просили всех успокоиться. Некоторые фанаты заплакали, увидев его, потому что это выражение лица не было выражением лица айдола на сцене. Это было лицо человека, который искренне боится потерять того, кого защищает. Через несколько секунд шум снаружи утих, по крайней мере, настолько, чтобы они могли вздохнуть. Вернувшись в медицинский кабинет, Чингук пришел в себя, но его тело все еще было слабым. Он попытался сесть, затем поморщился, словно голова все еще кружилась. Медики попросили его пить понемногу и снова проверили его состояние. Ви помог ему опереться на подушку, двигаясь осторожно, почти так, будто боялся прикоснуться слишком сильно. Чингук посмотрел на него и слабо улыбнулся, улыбкой, которая успокоила Ви больше, чем самого Чингука. Но это чувство безопасности длилось недолго, раздался громкий стук в дверь. Вошел сотрудник с серьезным лицом и сообщил, что толпа снова начинает напирать. Некоторые фанаты падают в обморок от паники, другие пытаются прорваться внутрь, напряжение растет. Ви мгновенно встал, и Чингук рефлекторно дернул его за рукав, удерживая. Их взгляды встретились, один хотел защитить, другой боялся сделать еще хуже. Персонал предложил другой путь отхода, способ выбраться, не провоцируя толпу. Решение нужно было принимать быстро, пока обстановка снаружи не стала еще хуже. Они разработали план выйти через служебную дверь к закрытой машине. Чингуку дали куртку потеплее, маску и пониже натянули кепку. Ви шел впереди, проверяя углы и следя за тем, чтобы не было щелей для камер. Двое охранников шли по бокам, их шаги были синхронными, не оставляя места для неожиданностей. Чингук шел медленно, но теперь Ви держал правильную дистанцию, близко, но не слишком. Служебный коридор был длинным, и каждый шаг звучал как отсчитанная секунда. За последним поворотом они услышали отдаленный шум, знак того, что толпа все еще ищет. Чингук остановился, прижал ладонь к стене и выровнял дыхание. Ви тут же обернулся, схватил его за плечо и поймал его взгляд, чтобы удержать концентрацию. «Смотри на меня», вот что было написано на лице Ви без слов. Чингук слегка кивнул и снова пошел, увереннее, чем раньше. Когда открылась служебная дверь, ворвался поток холодного воздуха, запах свободы и риска одновременно. Машина аэропорта уже ждала, дверь быстро открылась, двигатель работал. Чингук сел первым, затем Ви, и решительным движением закрыл дверь. Сквозь темное стекло они увидели нескольких бегущих вдалеке людей, опоздавших на пару секунд. Звуки снаружи затихли, как волна, наконец отступившая от берега. Чингук откинул голову назад и закрыл глаза, а Ви выдохнул долгий вдох, который сдерживал все это время. Но как только машина тронулась, Чингук сказал то, что снова заставило Ви напрячься. «У меня потемнело в глазах», – тихо сказал Чингук, словно стесняясь признать, насколько хрупким было его состояние. Ви повернулся, посмотрел серьезно и кивнул, словно отложил эту деталь на потом. Он взял бутылку воды, открутил крышку и протянул ему обеими руками, чтобы не пролить. Чингук сделал пару глотков и выдохнул, на этот раз более ровно. Они сидели близко на узком сиденье, почти не разговаривая, потому что слова казались лишними. Тишина была теплой, как одеяло, укрывающее от страха последних мгновений. Тем временем снаружи фанаты продолжали спрашивать друг друга, с ним все хорошо? Кто-то сожалел, что рвался вперед, понимая, что их паника могла сделать ситуацию только хуже.
Другие начали напоминать всем в сети: конфиденциальность, личное пространство и безопасность стоят на первом месте. Но оставались и аккаунты, гоняющиеся за сенсациями и перекручивающие историю ради кликов. Посреди столкновения мнений один простой пост очевидца стал переломным моментом. Объятие Ви не было игрой на публику, он искренне защищал его, гласил он, и многие замолчали. Машина остановилась в безопасной, охраняемой зоне вдали от общественных маршрутов. Медики снова осмотрели Чингука, убедившись, что не упустили ничего серьезного. Ви стоял рядом, уже более спокойный, но следы паники все еще таились в его глазах. Чингук показал небольшой палец вверх, простой знак того, что ему лучше. Ви, наконец, слабо улыбнулся, улыбкой, в которой было больше облегчения, чем радости. Но прежде чем все закончилось, им предстояло принять одно решение – сообщить новости или подождать. Менеджер предложил краткое заявление, чтобы остановить дальнейшее распространение слухов. Ви посмотрел на Чингука, словно безмолвно спрашивая: «Ты сможешь это сделать?» Чингук слегка кивнул, затем на секунду закрыл глаза, собираясь с силами. Они согласились, сообщение должно успокоить людей, без деталей, которые могли бы подпитать спекуляции. Снаружи фанаты все еще ждали, и время казалось натянутой струной. И вот сообщение наконец вышло, короткое, ясное и достаточное, чтобы унять бурю. Чингук в стабильном состоянии и отдыхает, такова была суть. Фанаты, прочитав его, мгновенно вздохнули с облегчением, многие плакали, когда напряжение спало. Некоторые постили извинения, обещая быть более организованными в случае новой встречи. Ви вернулся в комнату отдыха и бесшумно сел рядом с Чингуком. Чингук посмотрел на него и прошептал: «Спасибо», на этот раз это было не извинение, а признание. Ви просто кивнул и осторожно похлопал его по плечу, словно говоря: «Ты не один». В ту ночь аэропорт вернулся к своему привычному ритму, но история того дня надолго останется в памяти многих. Не из-за сенсации падения, а из-за того, как одно объятие превратило панику в защиту. Фанаты поняли, что дистанция может быть самой зрелой формой любви, а не барьером для близости. Чингук понял пределы возможностей организма, и то, что признание усталости – это не слабость. Ви понял, или, возможно, знал давно, что присутствие в момент кризиса говорит громче сладких слов. А вы, кто дочитал эту вымышленную историю до конца, помните одну вещь – айдолы тоже люди. Когда они в следующий раз появились на публике, что-то снова изменилось. Камеры зафиксировали это. Ни объятие, ни касание, дистанцию. Они стояли дальше друг от друга, меньше улыбались, говорили осторожнее, и ARMY заметили. Почему они избегают друг друга? Что-то пошло не так? То объятие было ошибкой? Сюжет перевернулся за часы. То, что раньше романтизировали, теперь ставили под сомнение. И ни Тэхён, ни Чингук не могли это остановить. Потому что, выпустив одну правду, ты не можешь выбирать, какая ложь последует за ней. За закрытыми дверями напряжение росло. «Мы не сделали ничего плохого», — сказал Чингук. «Я знаю», — ответил Тэхён. «Но они не живут в нашей реальности». Снаружи люди строили историю, которую никто из них не писал, историю, которая подбиралась слишком близко к тому, что они не были готовы произнести вслух. И это было самым опасным, потому что секретом было не объятие. Секретом было то, что оно обнажило. И вскоре мир должен был задать вопрос, который ни один из них не мог больше игнорировать. Не что случилось, а почему это было так важно. Когда правда становится оружием, слух не взорвался, он подкрался. Медленно, тихо и неумолимо. Все началось с одного поста, который даже не стал виральным сразу. Просто одна строчка, погребенная под тысячами комментариев, их не должны были увидеть. Это было все. Но эта фраза распространилась как яд, потому что намекала на нечто большее, чем просто объятие. Она намекала на умысел. На тайну. А тайну фанаты прощают реже всего. Тэхён увидел это поздно ночью. Чингук спал рядом на диване, измотанный репетициями.
Комната была темной, освещенной лишь сиянием экрана телефона, и каждый новый комментарий казался чужой рукой, пытающейся их разлучить. Они это спланировали. Это не было случайно. Они хотели, чтобы мы заметили, или хотели спрятаться. В любом случае, люди были убеждены, а убеждение громче фактов. На следующий день атмосфера снова изменилась. Став стал осторожнее. Графики стали плотнее. Каждое движение казалось поднадзорным. Пространство между Тэхёном и Чингуком, раньше естественное, теперь ощущалось как поле боя. Когда они стояли слишком близко, люди шептались. Когда слишком далеко, строили догадки. Безопасной дистанции больше не существовало. В тихой комнате ожидания Чингук наконец сорвался. «Они превращают это во что-то уродливое», — сказал он, как будто мы совершили преступление. Тэхён не выглядел обиженным, он выглядел уставшим. «Потому что они не знают, что это значило», — ответил он. «И они боятся признать, что хотят знать». Чингук уставился на него. «Это объятие было только нашим», — сказал он. «Именно», — ответил Тэхён. «Поэтому они его не отпустят». Снаружи мир строил сюжет вокруг двух людей, которые никогда им его не давали. И что хуже всего, история подбиралась к чему-то реальному. Каждый вопрос в интервью начал кружить вокруг одной и той же невидимой линии. Не пересекая ее, но зависая достаточно близко, чтобы воздух стал тяжелым. Вы двое очень близки в последнее время. Было много разговоров об аэропорте. Хотите что-нибудь прояснить? Они улыбались. Уклонялись. Оставались профессионалами, но тишина начала трещать, потому что правда, которую ты не произносишь, не исчезает. Она ждет. Затем случилось то, чего никто не ожидал. Всплыл новый клип. Не с объятием, а с тем, что было сразу после. Всего несколько секунд. Тэхён идет впереди, Чингук смотрит на него, взгляд мягкий, выражение лица беззащитное, прежде чем он быстро надевает маску, поняв, что его снимают. Это было немного, но этого хватило. Эйяр и Муай снова сошли с ума, потому что теперь там были эмоции, а не просто движение, не просто тень в углу кадра. В лице Чингука было что-то, что нельзя было вырезать при монтаже. И люди это почувствовали. Они больше не просто верили, что что-то случилось, они верили, что это имеет значение. Тэхён и Чингук увидели клип одновременно. Чингук нервно рассмеялся. «Это пустяки». Тэхён не улыбнулся. «В этом все», — тихо сказал он. «Потому что теперь история не об объятии. Она о том, что было после. А когда люди начинают искать то, что после, они никогда не останавливаются». Шторм не утихал. Он становился острее. И вопрос, висевший над ними, больше не заключался в том, было ли объятие реальным. Вопрос был в том, что оно значило, и как долго они смогут притворяться, что это не так. Линия, которой не существовало, клип изменил все не потому, что показал больше, а потому, что показал чувство. Взгляд длится дольше объятия. Взгляд нельзя просто объяснить. К следующему утру это было везде. То, как глаза Чингука следовали за Тэхёном, то, как его лицо смягчалось, прежде чем он вспоминал, где находится, прежде чем вспоминал, кто смотрит. И Эйяр и Муай увидели это. Они увидели не просто двух айдолов. Они увидели напряжение. Историю. Что-то незавершенное. Тэхён почувствовал это, когда пришел на следующее мероприятие. Энергия в комнате была острой, как статическое электричество перед бурей. Люди больше не просто любопытствовали. Они были убеждены, не в слухах, а в самой сути этой истории. Чингук пытался отшутиться, но даже он знал, что почва ушла из-под ног. «Этот взгляд не должен был ничего значить», — пробормотал он. Тэхён не ответил. «Потому что иногда правда — это не то, что ты говоришь, а то, что ты не можешь опровергнуть». Каждый их шаг теперь был под прицелом. Каждый смех,
каждое молчание, каждый момент, когда они были не вместе, ощущались так же громко, как и когда они были рядом. И вопросы стали жестче, уже не от фанатов, а от людей, чьей работой было защищать имидж. Будьте осторожны. Не давайте им повода. Пусть это утихнет. Но ничего не утихает, когда люди чувствуют, что нащупали что-то настоящее. В тихом коридоре Чингук наконец остановился. «Ты жалеешь об этом?» — спросил он. Тэхён медленно обернулся. «О чем?» «Об объятии. О том моменте. О том, что позволил ему существовать». Тэхён изучал его лицо. «Я жалею, что это увидели», — сказал он. Чингук кивнул в ответ. Потому что это была правда, которую никому не позволялось слышать. Объятие не было ошибкой. Ошибкой была вера в то, что оно может остаться невидимым. Эйяр и Муай уже не просто реагировали. Они ждали. Ждали чего-то еще одной осечки, еще одного взгляда, еще одного момента, который подтвердит то, во что они уже верили. И это самое опасное место – быть под прицелом миллионов глаз, которые смотрят не на то, что ты делаешь, а пытаются поймать то, что ты пытаешься скрыть. Тэхён и Чингук чувствовали это в каждом вдохе. История зашла слишком далеко, чтобы повернуть назад. И в следующий раз, когда они выйдут на публику вместе, дело будет не в том, что они сделают, а в том, чего они не сделают. Потому что теперь мир искал черту, и он был опасно близок к тому, чтобы ее переступить. Когда наблюдение превращается в знание, тишина между ними стала громче любых слухов. Тэхён почувствовал это первым, когда они вошли в следующий аэропорт. Те же огни, те же камеры, те же кричащие голоса. Но ничто больше не ощущалось по-прежнему. На этот раз люди не просто надеялись что-то поймать, они этого ждали. Чингук шел рядом, не касаясь, не глядя, не давая никому ни зацепки. И все же каким-то образом эта дистанция казалась более интимной, чем могло бы быть любое объятие. Потому что теперь все знали, что значит это пространство между ними. Каждый шаг был решением. Слишком близко – подтверждение. Слишком далеко – отрицание. Нейтральной зоны больше не было. Прямо между ними вспыхнула камера. На долю секунды Чингук вздрогнул не от света, а от тяжести того, что его видят. Тэхён заметил. Он всегда замечал. Не думая, он замедлился. Чингук подстроился под его темп. Ни касания, ни взгляда. Но они внезапно оказались в унисон. И Эйяр и Муай это поймали. В течение минут скриншоты были везде. Люди проводили линии между их плечами, измеряли расстояние, вкладывали смысл в каждый дюйм. Они двигались синхронно. Это не случайно. Они все еще связаны. Интернет больше не гадал, он интерпретировал. Позже, за закрытыми дверями, Чингук рухнул в кресло и глухо рассмеялся. Они теперь анализируют нашу походку. Тэхён сел напротив. «Так бывает, когда люди думают, что увидели правду», — сказал он. «Но увидели ли они ее?» — спросил Чингук. Тэхён не ответил, потому что правда была опасна так, как ни один из них не был готов. Объятие было простым. То, что последовало за ним, нет. Сообщения продолжали сыпаться. Поддерживающие, жестокие, убежденные в том, что знают все. Тэхён пролистал одно, от которого сдавила грудь. Они боятся признаться, но все очевидно. Тот момент в аэропорту изменил их. Он заблокировал телефон. Чингук заметил. «Что там?» «Они думают, что мы теперь другие», — сказал Тэхён. Чингук тихо посмотрел на него. «А разве нет?» Это был момент, когда все стало нестабильным, потому что мир не ошибался. Что-то изменилось, не из-за объятия, а из-за того, что его увидели. Как только частный момент становится публичным, он перестает принадлежать тебе.
Он принадлежит каждому, кто его видел, и каждому, кто хотел, чтобы он что-то значил. Давление росло так, что ни один из них не мог сбежать. Даже когда они были одни, эхо миллионов глаз преследовало их. Приближалось следующее выступление. Новая сцена, новая толпа, еще один шанс для людей искать то, что они больше не могли скрывать достаточно хорошо. Тэхён стоял перед зеркалом, поправляя пиджак. «Они чего-то ждут», — сказал он. Чингук встретил его взгляд в отражении. «А что, если мы им это дадим?» Тэхён не ответил, потому что-то, что случится дальше, не просто подтвердит слух. Это изменит все, и они оба это знали. Момент, который они не могли контролировать, огни сцены слепили. Не потому, что были яркими, а потому, что все смотрели не на то. Тэхён почувствовал это, как только вышел. Толпа не просто ликовала, она сканировала. Каждый угол, каждое движение, каждую секунду, когда Чингук был или не был рядом с ним. Они пришли сюда не просто посмотреть выступление, они пришли увидеть продолжение истории. Чингук занял свое место в нескольких шагах. Слишком далеко для комфорта, слишком близко для безопасности. Их глаза встретились на полсекунды, ровно столько, чтобы признать то, о чем оба молчали. Это была не просто очередная сцена. Это был тест. Музыка началась. Хореография вела их по залу, сближая и разводя в стороны. Каждый раз, когда их пути пересекались, воздух между ними казался наэлектризованным, хрупким, готовым лопнуть. Тэхён знал, что люди считают. Сколько раз они посмотрели друг на друга? Как долго оставались в одном пространстве? Почти ли коснулись их руки? Ничто не ускользало от внимания. Затем случилась маленькая ошибка, заминка в полсекунды. Чингук пропустил метку и едва не столкнулся с Тэхёном. Инстинкт сработал быстрее осторожности. Тэхён протянул руку. Не драматично, не постановочно, просто по-настоящему. Его ладонь перехватила запястье Чингука и вернула его на место. Касание длилось меньше секунды, но арена взорвалась. Не звуком, а реакцией. Люди это почувствовали, потому что это не было частью танца. Это был рефлекс. Чингук посмотрел на Тэхёна, застигнутый врасплох, затаивший дыхание, с глазами, которые не должны были быть такими открытыми на сцене. Тэхён мгновенно отпустил его, но дело было сделано. Миллионы глаз только что увидели что-то живое, что-то незапланированное, что-то, что ощущалось в точности так же, как то объятие в аэропорту. После выступления воздух за кулисами был тяжелым. Никто ничего не сказал, но все знали, клипы уже разлетаются. Замедленные повторы, приближенные кадры, пальцы, указывающие на ту единственную секунду контакта. Они коснулись друг друга. Этого не было в сценарии. Посмотрите на их лица.